Привет, мои хорошие. Извиняюсь за возможную сумбурность и нескладность этого ролика, он написан буквально на коленке. Не с такого ролика я, если честно, хотел начать делать вообще что-либо по Guilty Gear, не со скорби точно. Но если я это не изолью, мне же будет тяжелее. И если вы ничего не понимаете в файтингах, то весь этот бред ролика вот этого вот, блять, вы тоже вряд ли поймете в полной мере. Как бы то ни было, сегодня речь будет об упущенных возможностях. Я рот ебал Arc System Works и того говнища, которое они сделали с игрой и назвали патчем 4-го сезона. Когда игра уже не то что в плане баланса начинает сдавать, а в техническом плане обсирается с подливой. 4-й сезон привнес в игру нового персонажа, а также крупный апдейт, перелопативший с ног на голову почти все, что было в игре, вывернув это наизнанку и пропустив через шредер. Кого-то полностью переделали, кого-то бафнули, кого-то нерфнули, но оверолл меня больше интересует последствия того, как это все работает вместе. Когда патч только-только презентовали, многие уже сделали вывод, что теперь Guilty Gear Strife это Exart или что-то на него похожее. Что, спойлер, по факту и вышло. Только у этого есть парочка пиздец каких больших «но». И из-за этих самых «но» ожидание патча было сравнимо с качелями, в которых меня корёжило как сучку от осознания того факта, что, возможно, то, на что я уебал неплохо так времени, может оказаться изуродованным до такого состояния, что я больше не захочу в это играть. На руках мы по факту имеем угашенную попытку сделать из игры Xrd с рядом допущений, которые не позволяют игре стать Xrd в полной мере. С релизом нового апдейта персонажи получили много новых опций для комбо, конверсии, кто-то получил абсолютно новые мувы. Непонятно было вот что. Еще, когда я смотрел с корешами анонс нового патча, я думал что-то вроде: ладно, вы дали опции, дали расширенное комбостроение, у нас что теперь, блять, каждый раунд будет за 2 интеракции заканчиваться? Когда в файтинге раунды кончаются слишком быстро, это не дает никакого простора для размышления. Где нахуй майндгеймы, блять? Какая, блять, вот игра в нейтрал, когда вся игра работает по принципу, что любая ошибка может являться потенциальной смертью? Уже тогда стало понятно, что необходимо повышать хп у персонажей, иначе игра превратится в неинтерактивное, лишенное веселья, токсичное говнище. Но сидят-то там явно не долбоебы, думал я. Ибо с релизом патча хп-то они повысили, изменив множители защиты и параметры гатса. Только есть одно но. Они повысили урон всем атакам вместе с этим, выкинув нахуй и сведя на нет все твики показателей защиты. Это и есть первое но. А второе но это то, что несмотря на новые инструменты и прочее говно, они фактически упростили игру для многих персонажей. Какие-то, да, стали немного техничнее, однако вкупе с первым но урон не просто догнал показатели защиты, он их, блять, перевесил. И в результате мы имеем абсолютно конченый, отбитый наглухо дамаг, который привел к появлению самого большого количества легких ТОД, которые я вообще когда-либо видел на релизе патча этой игры. Guilty Gear Xrd это в своей сути более динамичный, быстрый и механически сложный файтинг, чем Strife, в котором, несмотря на это, даже в сравнении со старым Страйвом, было значительно больше интеракций за раунд, что позволяло адекватно разыграться с оппонентом. Да, в игре все еще есть хай-дамаг монстры, но ввиду специфики игры это все еще не чувствуется чем-то из ряда вон выходящим. И держите такой вот хот-тейк, короче, ебать, но Guilty Gear Strife это не Guilty Gear Xrd. Ты не можешь сделать за раз из одной игры другую, не меняя ее фундаментальные основы. В Strife и до этого существовала проблема вот больших цифр урона, но кто бы что ни пиздел о вездесущих упрощениях до этого патча, Strife это уникальный в своей серии Guilty Gear, который работает по своим правилам. И своих интересных вещей в нем хватало. Не без минусов, но это самодостаточная часть серии. Он не нуждался в том, чтобы стать криво работающей калькой предыдущей игры, спустя 3 года того, как игра развивала свое собственное видение. Этот патч уже успели окрестить патчем Микки Мауса, мол, настолько все плохо, что игра походит на ебаный мультик вместо чего-то вменяемого. Пати-гейм игра. И не было бы в этом ничего плохого, если бы игра изначально так работала, а не буквально повторяла то, что стало в оконцовке с Dragon Ball FighterZ, который, к слову, тоже из-под плечей арксисов. С новым персонажем Дизи все тоже очень смешно. Большой урон, фуллскрин конверсии, сетап спешл, который по истечении примерно 10 секунд начинает съедать хп оппонента через блок за метр. Вот это говно. И поломанный ледяной пол, который странным образом взаимодействует с импульсом движения некоторых мувов, позволяя вытворять какой-то, отборный пиздец. Просто внимание на экран. Где, блядь? Внимание на экран. На внимание делать. Внимаем экран. Ну,
Поломанный скайфиш у Льюиса, который мид-матч может выкинуть игроков за пределы арены, и я хуй знает, каким образом это работает. А также ебаные вертолеты, возможно, из-за того, что ему дали отмены тайфунов в самих себя. Имбовые свойства у новых мечей рам, которые не пропадают ни при ударе по самой рам, ни при бёрсте, позволяя за халяву игнорировать бёрст оппонента. Ну и видите, дебильные отмены реки на первом хите. Я, честно, заебусь перечислять вообще все говно, которое сейчас происходит в этом патче. Куда больше меня интересует то, насколько арксисы респектуют, точнее не респектуют потраченные на их игру людские человека-часы. По факту реворки персонажей это сродни того, что ты вырываешь из игры персонажа и даешь вместо него что-то другое, непонятно что, и неясно, понравится ли это людям вовсе. Я не могу в полной мере говорить о том, хорош ли вектор изменений Соло, Акселя или Нага. На рам мне кажется, что вектор задан в верную сторону, если убрать все огрехи. Нага выглядит как изрядно отупевший чар, у которого забрали солидную долю комбостроения, дав вместо этого что-то пиздец какое странное и на первый взгляд нечестное. Но возможно это неплохо. Соло и Акселя тоже придется учить заново, и за них я вообще ничего не могу сказать. Но за кого я точно могу сказать, так это за моего мальчика. Бляди ебаные. Кара Потемкин Бастера можно было хватать намного дальше, а вкупе с замедленными кадрами на стартапе Бастера можно было легче выверять тайминги в миксах и на вейке, огибая инвулы против грабов. Кара Гаруда позволяла адекватно противостоять FD и добавляла кучу decision-мейкинга в процесс игры, ибо выбирать с ее помощью дистанцию для прессинга тоже надо было учиться. Вот выхватишь ты пизды при попытке сблизиться второй Гарудой от ДП с мэшингом оппонента или нет. Надо было учиться байтить ДП на расстоянии, чтобы потом переходить в прешур или комбо и еще всякая хуйня. Кара хитнаклом можно было хватать оппонентов, тусующихся в неэффективной рейнджи Потемкина, но есть шанс зафакапить инпут и получить пизды, и в комбостроении Кара хитнакл добавлял стильные и оптимальные руты. А если касаться комбостроения вовсе, то отмена заднего мегафиста анлочила тупо самые оптимальные, стильные и охуенные комбо на Потемкине. Самый сок для меня которых был лично в том, что они всегда выглядят так, как будто бы игра не должна так работать. Потемкин не должен как будто так уметь. Вот есть у тебя задний мегафист, и так получилось, что в отличие от переднего у него ёбнутый граундбаунс и хороший скейлинг урона. Как жаль, что его нельзя использовать в комбо, потому что пот отпрыгивает от оппонента назад. Или можно? Вот в этом-то и суть. Благодаря этому мы имели кучу стильных комбо, которые выглядят так, как будто бы вот-вот дропнутся. И к ахуе от того, что это вообще работает, мы прибавляем сложность в исполнении, потому что инпуты кары не буферятся. То есть ты не можешь ввести эту отмену во время анимации какого-либо из приемов, и нажимать отмену нужно ровно в момент, когда у Потемкина потенциально может вылететь 6К. Только тайминг при этом в каждом комбо разнится. Где-то он строже, где-то он свободнее, но в любом случае из-за вышеозвученных приколов каждый раз, когда ты находил игрока, который умеет вот в такие вот приколы, сразу становится понятно, что перед тобой нихуй с горы. Каждая кара отмена давала какой-либо результат мувам Потемкина. Где-то преимущества от этого были сильными, где-то вообще колоссальными, где-то из разряда незначительно, но пусть будет, но это было круто. Но что самое крутое, для нормальной игры на Потемкине хватает умения и знания всего двух кара-кэнселов. Это Бастера и Гаруды. У Потемкина все еще есть облегченные версии комбо с меньшим уроном, но это выбор игрока того, хочет ли он потратить время на освоение персонажа, или продолжать играть так, как он умеет. Ибо от незнания вот этой вот поеботы Потемкин сильно хуже не становится. Это, можно сказать, практически идеально сбалансированный персонаж на момент предпоследнего патча, от поэтапного освоения которого я постоянно испытывал какой-то детский восторг. Так вот вопрос, а нахуя такая кэнселы было полностью вырезать? Зачем делать реворки с целью реворка ради реворка, а не потому, что персонаж в чем-то действительно нуждается? Я, не знаю, насколько большие дозы героина поставляли в офис арксисов, когда они дизайнили этот патч, ибо даже вне изменений Потемкина и всех реворках весь этот патч выглядит так, как будто он даже не плейтестился перед релизом, а учитывая все вышеперечисленное, это просто ебаная катастрофа. Зачем было менять инпуты спешлов Потемкина с целью якобы избавиться от мисс-инпутов? Но по факту единственный прием из этого списка, который я реально объебывал, был хит-такл и хаммерфол, ибо у них первый и последний инпуты пересекаются, из-за чего из сидячего положения есть риск нажать одно вместо другого. И это было периодически. Потому что эта проблема не исчезла даже с момента, как я пересел на хитбокс. Вот это вот все остальное, зачем? У меня единственное есть догадки по поводу ХПБ. Возможно, они хотели, чтобы инпут Бастера и ХПБ был одним и тем же движением, чтобы игрок мог на реакции поймать оппонента, прыгает он или нет. Но, ебал я рот. ХПБ это прежде всего рид, а не реакт. Оттого у людей и отвисает челюсть, когда это жмется после адской прочитки оппонента.
Да даже у самого инпута, блядь, есть логика, ибо ХПБ это восходящий вверх, сука, прием. И логично, что его инпут должен выглядеть именно так, как он и выглядел во всех остальных, сука, играх. Про надобность изменения Гаруды тоже хуй знает. Это теперь вообще невалидная прошура-опция, судя по всему. Вместо всего крутого, что было до этого, персонажу дали лаймовые 6 HS лупы. Несведущему сильной разницы как бы и не будет в том, как выглядит комбо Потемкина и все остальное, но для меня и всех остальных теряется самый сок прежнего комбостроения и в целом игры на этом персонаже. Я постоянно отсматривал и пытался искать что-то крутое из новых комбо-рутов, но ничего из этого по уровню и качеству исполнения не дотягивает до того, что было до этого. Возможно, это неплохо по тому, как это выглядит, но опять же. Так ли плох новый Потемкин? Нет. Хуже ли того, что было? Однозначно да. Во всяком случае для меня. Ибо, да, фармор на бастере, вы выкидываете из игры в камень-ножницы-бумага бумагу, блять, делая игру на Акиземе более однообразной. Ибо теперь оппонент в целом мешать не будет, потому что он будет бояться, потому что это не сработает, блять. А при всем этом бастер, за просто так в целом получил большую дистанцию, чем было до этого. Не такую, конечно, какая была, возможно, в старом патче с Карой, но ощутимую. Правда, выглядит это несколько странно, ибо оппонента телепортируют к поту в руки, но по идее похуй. Если вы забираете у персонажа вещи, которые ему нужно было освоить ради получения преимущества, и дадите ему все эти плюшки просто так, в этом не будет ничего особенного. Это будет ощущаться ничем. В результате мы имеем пародию на Потемкина из Иксарда, который выглядит куда более лаймово. Кара как механика — это то, что делало Потемкина из Страйва уникальным по сравнению с его предыдущими версиями. Это было действительно что-то новое для персонажа. И это очень весомая часть того, что делало его реально крутым в этой игре. И печально, что мы проебали это ради хуй пойми чего. Да даже в текущий патч с изменениями Хаммерфола, некоторыми ускоренными мувами и синим Wild Assault было бы интересно посмотреть, как могла бы вписаться сюда Кара. И даже если бы это херово игралось, то я думаю, все равно можно было бы это адекватно задизайнить. Я полагаю, теперь об этом нет смысла думать. Потемкин тупо стал проще как персонаж. Плохо ли упрощать вещи в играх? Да плохо ли их усложнять? Ничего из этого. Это просто геймдизайнерские решения. Вопрос в конечных потребителях. Тех, кто по итогу в это играет. Повязанность геймплея на механиках, которые тяжело освоить, таких как Quickswap в Doom или, приведите пример, любой другой скиллзависимый экшен. Это просто геймдизайнерские решения, которые находят отклик у своей аудитории. Их за это и любят. Плохо не упростить персонажа, а плохо упростить персонажа с и так низким порогом вхождения спустя 3 года жизни игры, выкинув старания тех, кто хотел персонажа осваивать, в мусорку, и не дав ничего ощутимого взамен. А в довесок ко всему полностью убив какой-либо намек на баланс и принести кучу багов при этом. Последнее это поправится с хотфиксом, а вернут ли мне и многим другим людям персонажа, которого мы любили, это я уже, блять, хуй его знает, вряд ли. Поживем увидим. Я не упертый долбоеб, и если я увижу на своем чаре снова что-то поистине крутое, обо что можно с удовольствием точить зубы, я скорее всего снова загорюсь желанием, но пока я в это играть не буду. Смешно будет, если Потемкина все-таки вернут в околоисходное состояние, на что я на самом деле очень надеюсь, и придется еще раз переучиваться. Во всяком случае, я бы хотел видеть, если не полный реверт, то хотя бы возвращение механики кара-кэнселов. Мечтать, блять, не вредно. Я еще очень давно хотел сделать фановый гайд на своего персонажа, в котором хотел подробно разобрать то, как работает мой чар, из искренней любви к нему, но, видимо, уже не судьба, ибо новый Потемкин явно не по мне. Если я захочу поиграть за Потемкина в Иксарде, я пойду в Иксард, а Потемкин в Страйве для меня был один. Мой вам совет, мои хорошие, не затягивайте со своими желаниями и амбициями, потому что в моменте, когда вы соберетесь наконец что-то реализовать, уже может быть очень поздно, блять. И давайте тоже пострадаем этой хуйней, авось на что-нибудь это повлияет. Распространяйте вот это вот говнище, если вам тоже не плевать на то, что происходит здесь и сейчас с этой игрой. Всех люблю, спокойной ночи.